Всем огромный привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал, и сегодня я хочу попробовать протестировать такую интересную вещь, как укрепление сережек обычным топовым покрытием для гель-лака. Начну с того, что не так давно я заметила видео, одна из кружевниц показывает мастер-класс, как можно укрепить кружево обычным топом для гель-лака. Так что я решила попробовать, почему бы нет. Все-таки посмотреть видео это одно, а попробовать это совершенно другое. Если вам интересно посмотреть, что же у меня получится, тогда не переключайтесь. Ну что же, поехали! На прошлой неделе у меня вышло видео по плетению вот этих сережек, и я, недолго думая, решила, что как раз-таки они-то мне и подойдут в работе. Для начала я хочу снять швензы и уберу их в сторону. Я точно знаю, что, скорее всего, цвет поменяется. Это то же самое, как и когда мы, например, укрепляем кружево при помощи клея ПВА. Цвет у нас меняется, поэтому я уверена на почти 99%, что кружево у меня станет темнее. Но так как цвет здесь довольно интересный, красный, мне бы, конечно, не хотелось, чтобы он становился более темного цвета. А также я хотела бы проверить на вот такой белой снежинке, что получится с ней, пожелтеет ли цвет, что вообще с ней будет. Кстати, топ нужен именно без липкого слоя, а иначе у вас потом к работе будет все просто липнуть. Использовать топ я буду самый обычный, по-моему, я заказывала его еще на AliExpress, поэтому его в принципе не жалко. Сушить я буду, наверное, по 2 минуты, я думаю, каждую сторону, чтобы прям наверняка засохло. Итак, промазывать, как нам советуют в видео, нужно с 2 сторон. Для чего? Для того, чтобы у вас была промазана вся работа. Ой, я не знаю, что из этого получится. У меня получается прям достаточно такой толстенький слой. Но я думаю, наверное, в конце нужно будет промокнуть работу какой-нибудь салфеткой. Здесь, конечно, может небольшая вот эта фактурность кружева, оно может немножко, мне кажется, уйти. Потому что если я сейчас сразу намажу, не, подождите, а как я не смогу промокнуть же ведь? Это же вам не клей ПВА, с которым ничего не будет. Поэтому тут просто пропитываю, наверное. Немножко я подожду, потому что гель он все равно не засыхает. Потом уже, наверное, отправлю сушиться. Кстати, смотрите, насколько у нас большая разница. Видите, центр весь потемнел, прям очень сильно. Но зато смотрите, если мы сейчас это все дело зафиксируем, представляете, насколько работа будет обездвижена. Честно, вот как-то клеем ПВА мне не так было страшно покрывать, потому что я знала, что его всегда можно вымыть. Здесь же работу я понимаю, что я ее сейчас покрыла, и все, назад пути больше нет. Кстати, не переживайте, эти сережки, ничего страшного, их можно будет сплести повторно. Я специально выбрала именно с пико сережки для того, чтобы посмотреть, как все-таки поведет топовое покрытие именно вместе с пико. Вот серьезно, вот у меня, знаете, вот как будто я по сердцу ножом себе провожу, когда вымазываю эту работу. Потому что у меня почему-то стойкое ощущение, что все это дело получится у меня не очень удачным. Так, с одной стороны я ее промазываю. И посмотрите, насколько у нас разница очевидна. Ну что, момент X, берем лампу. Так, работа сушится. Я ее поставлю именно на 2 минуты. Очень боюсь, что получится. Ну да, она застыла уже, но цвет не меняется. Как-то с клеем ПВА такого нет. Там все-таки, знаете, более однородно это все дело пропитывается и незаметно. И тем более мы именно вымачиваем всю работу в клее. А здесь, получается, мы вымазываем. То есть, где промазал, где не промазал, это нужно прям очень внимательно будет смотреть. Нет, она вообще не светлеет. Я думаю, она хоть немножко, но посветлеет работа. Она уж прям очень сильно, она, знаете, она похожа, как будто работа мокрая. И смотрим, что же у нас получилось. Работа у нас промазана вроде бы более-менее везде. Я сейчас за кадром промажу еще быстренько вторую сторону. Цвет очень сильно разнится с оригиналом. То есть вот какая сережка была до, и вот какая она стала после. То есть это даже не 1-2 тона, это 4-5 тонов ниже, да, стало у нас. Если была красная, то стало прям... Ну, это, наверное, малиновый, да, стал. Даже коричневатый какой-то. Ну, на камере он, наверное, может быть, не так передается. Но стал оттенок, конечно, совершенно другим. Итак, что я хочу сказать по итогу. Способ интересный, способ рабочий. Им, в принципе, можно пользоваться. Но мне не нравится то, что работа
Хоть я ее и промазывала с двух сторон, все равно видно какие-то, видите, маленькие непромазанные части. Я не знаю, насколько нужно хорошо пропитать работу, чтобы она стала, не знаю, однородной. Вот смотрите, вот я вижу тоже косяк. Возможно, говорю, возможно, это еще и потому, что мой топ довольно густой. Если ваш топ жидкий, то работа, в принципе, должна получиться нормальной. Если честно, вторую сережку я покрывать не хочу. Мне жаль будет покрывать вторую сережку. Это у меня останется как черновая работа. Я просто переплету и сделаю вторую сережку к первой, и все. И на этом, думаю, закончим. Мне не нравятся вот эти места, где, например, у меня попало достаточно много топа, и работа, она, как бы, знаете, она заполимеризовалась, и появился какой-то непонятный блеск. То есть вот я не вижу почти сейчас фактуры нашего любимого кружева фриволите, я не вижу узелков, то есть все стало каким-то однотонным. Все стало, знаете, вот я вот вижу, вот где-то у меня пико склеились друг с другом. То есть, возможно, работы, которые без использования пико будут выглядеть хорошо, но это мне, честно, не понравилось. Нет, вы знаете, у меня вот двоякое ощущение. Мне и нравится, и не нравится. Я смотрю в камеру, мне нравится. Я смотрю на работу, мне сразу видно больше косяков, нежели в камере. Я не знаю, насколько вам видно. И все-таки меня смущает вот эта колоссальная разница в изменении цвета. Ну вот смотрите, вот, пожалуйста, я когда держу две работы вместе, мы видим, что вот здесь не промазано, тут не промазано, там не промазано. А вот со второй стороны, видимо, где я пропитывала побольше, у меня идут прям аж затеки. Честно, я, наверное, такой способ использовать больше не буду. Мне было очень интересно попробовать его. И давайте сейчас быстренько за кадром я покрою эту работу. Хочу, знаете, хотя бы уголок посмотреть, что же получится. Так, я вроде бы хорошо промазала. И сейчас быстренько отправлю сушиться в лампу. На камере, наверное, плохо видно, но работа пожелтела. Вот если здесь вот прям конкретно белые участки, то здесь оно стало матовым. Но зато насколько она стала твердой. Вот такой интересный результат у нас вышел. То есть по итогу здесь все классно в этих работах, кроме того, что кружево, оно все-таки теряет свою фактурность. И также очень сложно пропитать работу так, чтобы это было максимально незаметно. Поэтому мне будет интересно очень почитать ваши комментарии. Возможно, я что-то сделала не так. А на сегодня я хочу попрощаться с вами. До новых встреч. Пока-пока.